Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня я хочу немножко рассказать о своем мотоблоке. Вот, что он себе представляет. Значит, у меня мотоблок такой, будем говорить, дизельный мотоблок 1353. Что обозначает цифра 3, я думаю, многие из вас знают, это 3 скорости вперед и 1 скорость назад. Коробка здесь трехскоростная, значит, 2 скорости, как у обычного мотоблока, и 1 скорость первая пониженная. Значит, 2 скорости на второй и третьей передаче, значит, это в принципе скорости для фрезерования или движения автомобиля, и движения мотоблока там по прямой. Но первая скорость это пониженная скорость. Вот. Приобрел еще я себе на этот, значит, мотоблок полуоси с трещотками, разблокираторами. Вот они, видите, какие? Вот такие вот трещоточки. 2. Значит, с этими трещотками удобно разворачиваться. Сейчас я вам покажу, как они работают. Значит, вот, видите, мотоблок. И я вот спокойно могу крутиться на нем на одном месте. В эту сторону, могу работать в эту сторону. То есть проехал, раскрутился, поехал дальше. Нет, значит, поехал, раскрутился в эту сторону. В принципе, это не проблема. Можно раскручиваться практически в любую сторону. Дальше. Уже задавали мне вопросы, что это впереди у вас за нога. Ну, на всех мотоблоках здесь есть подножка ставить. Я эту подножку убрал, сделал другую раму сюда. Вот, и поставил такую так называемую ногу. Для чего это нога? Ну, нога это не просто так. Значит, здесь в ноге 2 отверстия. И здесь крепится отвал. То есть отвалом можно убирать снег и все остальное. Значит, на эту сюда крепится отвал. Отвал у меня такой большой, где-то метр шириной. Ну, сейчас я, наверное, вам его и покажу, отвал свой. Вот такие вот крепления. Вот они. Вот такие вот 2 уха здесь. Вот, и эти уши отдеваются вот на этот квадрат, снизу и сверху. То есть квадрат ходит сюда в середину. И 2 штыря. Значит, если мы едем в движение, то есть прямо убираем этим отвалом, то вставляем сразу 2 штыря. Я вставляю сюда 2 штыря. Если мне нужно отвал повернуть, я вставляю 1 штырь, а на втором штыре он переворачивается, и у меня получается второй штырь вот в этом положении, и я его стопорю. То есть получается, что один конец здесь, второй здесь, и он не дает, он постоянно или в эту сторону сброс поворачивается. Естественно, здесь получается большой рычаг, и чтобы его сюда не согнуть, у меня сюда вот просверлена дырка, и сюда ставится откосную прям в редуктор, здесь вниз, и сюда ставится откосная. Откосная, сюда цепляется отвал, и можно убирать снегом там или землю какую-то распределять. Будем говорить вот так. Это будет уже вот так все выглядеть. Ну, я одевать не буду, в общем. Получается мотоблок вот такой вот с отвалом уже. Отвал вот до колена, где-то сантиметров 50. Он тяжелый, вот. И когда я цепляю этот отвал, сюда я цепляю уже другие, друзья, колеса. Есть у меня другие колеса, вот. Они побольше, на 16 диаметром. Вот. Так что нога у меня вот эта. Не только для того, чтобы стоял здесь мотоблок, но и для того, чтобы крепить этот отвал. Нога эта, которая крепится на отвал, она снимается. Значит, переворачивается.
Вот так раз становится. Здесь крепится, ну, когда отвалом я пользуюсь, я креплю его до этой основной рамы. И он так снимается. Опа, и все. Вот здесь два захват нижний. Есть и сверхний. Он крепится вот так. И все. Или одевается. Если мне нужен, я его раз одел. Если креплю отвал, то тогда я здесь уже креплю его на болты. Но пока просто оставляю его как шпильку, болт один сюда. И все, вот он так находится. До этого мотоблока есть у меня борона, плуг. Я пользуюсь и бороной, пользуюсь и плугом. Вот такая вот, друзья, у меня борона сделана. Вот она, где-то 1,20 м, наверное, ее ширина. И, будем говорить, ширина захвата. Ну и в длину она сюда, будем говорить, сантиметров 50. Вот так вот она выглядит. Вот. Зубки. Поделал я это с 12 арматуры. Не арматуры, а прута, с 12 прута. Вставил. И через 10 сантиметров зуб от зуба здесь. Вот. А этот зуб получается в середину сюда, и этот сюда. В общем, получается, что через 3 сантиметра зуб. Вот их 3 ряда. Между ними 10 сантиметров. Получается, через каждых 3 сантиметра, с учетом, что их 3 ряда, получается, проходит зуб. Крепится это у меня борона сюда. И вот этот сошник отсюда снимается и вставляется сюда, в это отверстие. И вот этим болтом зажимается. Вот так вот ходит чуть-чуть. Регулируется ход 2 болтами здесь. И ходит она вот так вот, борона. Вот. Замесь. Вот это я, когда бороной, вот это вот я прицепное заводское снимаю. Теперь касательно прицепного. Как прицепную мне устроено. Значит, вот она, вот этот вот весь механизм с регулировкой. И вот эта вот часть, это все идет к прицепному. Значит, все она крепится. Здесь сделано 3 отверстия, как вы видите. И на этой половинке сделано 3 болта. Средний болт, вот этот, вставляется в середину, чтобы прицепное ходило вокруг. И вот эти 2 болта, крайние, сделаны, в них прорезаны, вот они, такие по дуге полумесяцем отверстия, чтобы прицепное можно ходило вот так. Туда-сюда, в зависимости от того, какое положение или уклон, какой нам нужен. Вот. Если нам нужно, чтобы оно ровно стояло, я закручиваю, оно стоит ровно. Если мне нужно, чтобы оно само по себе ходило туда-сюда, как падало туда, то я просто на центральный болт закручиваю, и оно ходит вот так вот. То есть не вот это к мотоблоку ровно стоит с мотоблоком, а задняя часть, то есть вот это, она может ходить туда-сюда в зависимости от того, как она едет, по какой местности. Может плавать. Если мне не нужно, чтобы она плавать, я могу зажать болтами в определенном положении. То ли в этом, то ли в этом. В общем, вы поняли. Вот это далее идет. Вот это у меня окучник и прополочник одновременно. Значит, сюда я вставляю, как вы видите, вот в данный момент я вставил 2 лемеха. Вот они внизу стоят, как вы видите. Эти лемехи то же самое регулируются по высоте. Вот болт по высоте. То есть можно его поднять. Этот вот тут как плужок он идет. Или опустить ниже. И задние колеса. То есть
которыми можно регулировать и колесами, и вот этими стойками глубину, как он будет ходить. Заместо этих лемехов я могу поставить просто круглые окучники. Они у меня тоже есть. Диски для окучивания. И стойка такая же. На подшипнике все сделал я. И устанавливается он, где сейчас в эти плужки можно устанавливать или в эти же места, можно устанавливать в эти места. То есть тут два места под них. Можно их устанавливать. Точно так же, как и плужки. То есть можно чисто окучивать. Если я вставляю сюда окучники, то здесь у меня, если вы видите, есть еще места для стрелок прополочных. То есть вот в эти места я могу поставить прополочные стрелки. Вот одно место, второе место, третье место, четвертое и пятое. То есть сюда я могу установить полностью на него 5 прополочных стрелок. И тогда это уже будет, будем говорить, не пропалывать не межрядье, а полностью культивировать. То есть стрелками прокультивировать от травы или просто вспушить землю. Стрелки, как я уже сказал, обычные. Вот такие вот стрелки. Вот одна стрелка, вторая. То есть вставляю одну сюда, третья, четвертая, пятая. 5 стрелок. И захват будет приблизительно около где-то 1,20 м. Будем. 1,10 м, 1,20 м будет общий захват. Это что касается вот этого аппарата. Но когда я культивирую, конечно, или пропалываю междурядье, или подгортаю, то тогда я на мотоблок одеваю большие колеса, 16-е. Сейчас покажу вам колесо, одно, которое я устанавливаю на мотоблок. И, друзья, вот такие вот колеса, как вы видите. Вот оно, огромное колесо 16-е. По сравнению с этим колесом, вот вы видите, как оно выглядит. Вот это колесо. Но это колесо с той стороны. Я вам просто показать хочу. Вваренный сюда круг в середину. И проделанные отверстия для крепления. Эти колеса снимаются, эти колеса ставятся. Поближе вам покажу свое вот это вот прицепное на мотоблок. Под центральный болт крепится она. Вот здесь вот по краям и с этой стороны 2 регулировочных болта. То есть, чтобы ограничивать или нет вот это вот движение, чтобы сцепка была или живой, или жесткой. Это уже в зависимости от того, что мы делаем. Вот этот вот у нас, вернее, вот это, значит, регулируется угол атаки. Значит, или я его закручиваю. Вот он закручивается. Ну, я в основном не рукой, ключом беру и ключом вот так вот кручу. То есть, если я закручиваю, подтягивается сюда, угол атаки увеличивается. Если сюда, значит, если угол атаки сильно слишком, я не могу регулировать, я перекидываю вот в следующую дырку. То есть, вот тут несколько дырок просверлено. И здесь несколько дырок. То есть, можно перецеплять туда-сюда. Сюда опускать, если удлинить его. Или сюда поднять. Или сюда подтянуть ближе. Перецепиться сюда ближе, в эту дырку или в эту дырку. И, естественно, как я уже сказал, вот эта сцепка регулируется в таком плане, туда-сюда. То есть, если, например, мы пашем, то получается, что это колесо будет проваливаться, например, где уже пропахана сторона в яр, а это будет наверху. То есть, ну, а нам нужно будет выставить плуг. Значит, я его раскручиваю и выставляю его сюда чуть-чуть поворачиваю, чтобы плужок стоял вертикально. Такой вот прицепной, друзья. Сейчас я вам покажу, как все это работает у меня. Заводим. А большие, сильно большие обороты сейчас сделаю чуть поменьше. Все, и поехали.
Первое пониженное включаю. Надо разворачивать вот так. То есть покажу, как работают дифференциалы, друзья. Вот смотрите. Включаю нейтралку, приподнял, развернулся, первое, поехал. Вот так это все выглядит, друзья. Если мне нужно ехать просто с ним, чтобы не поднимать его вот так, я могу опустить колеса. Опускаю колеса и приподнимаю. Второе колесо точно так же. Все. И теперь я могу просто ехать. Просто вот так вот еду. Но, друзья, есть один недостаток в этих трещотках. Если я не вписался в поворот, то я не могу сдать назад, пока не включу трещотки, не переключу их, хотя бы одну трещотку. То есть сейчас они работают в положении вперед. И для того, чтобы мне сдать назад сейчас, смотрите, что происходит. Смотрите. Все, трещотки трещат, мотоблок стоит на месте. Видите? Опа, все. То есть теперь я могу только ехать вперед. И для того, чтобы теперь мне развернуться, мне нужно взять, не развернуться, а сдать назад. Вот эту трещотку перекинуть. Или то. Вот я перекинул трещотку одну. И только теперь я смогу сдать назад. Не развернуться, а сдать. Если мне нужно сдать назад, я могу только теперь поехать. И хочу показать вам, как устроены эти разблокираторы. То есть, ну, это, будем говорить так, полуось шестигранная. Это заводского исполнения. Здесь вот вы видите литье такое. И вот такая вот трещотка стоит. Палец сюда. И вот он ходит в эти сектора и становит. Значит, этот палец, он срезан, сделан скос такой под одной, то есть в эту сторону он на пружинке втягивается вовнутрь и колесо крутится, а в эту сторону он упирается, делает упор вот в эту грань и крутит колесо. Сейчас я его сниму и полностью вам покажу. С колеса сниму и полностью вам покажу его. Одно.
И, в принципе, снимается разблокиратор. Оп. Вот как он выглядит. То есть вот она. Вот такая вот выходит трещотка. Раз, заходит. Оп, а в эту сторону идет упор. Я его немножко переделал. Вот этот сам механизм, то есть палец, который выдвигается, изначально он был приваренный, вот вы видите место где, аж вот в этом месте был приваренный. И он чуть-чуть еле-еле доходил сюда, и был большой рычаг пальца. И этот палец гнуло, его выгинало. И чтобы его не гнуло, я здесь обрезал. И вот эту трубку вплотную до этих выступов сделал, до этих секторов. Вплотную тут получилось 2-3, ну, в общем, 2 миллиметра расстояние. И теперь оно не гнет, то есть усилие очень большое. А в эту сторону он срабатывает. В эту сторону вот он бьет. Но еще что по поводу этой трещотки. Эта трещотка имеет 3 положения. То есть скосом можно поставить ее сюда, можно ее вытянуть вот так, развернуть и поставить в обратную сторону. Сейчас я вам покажу, как она устроена. Вот, раз. Колесо, в принципе, можно снимать вот быстро, если вам нужно снять колесо, то он снимается вот так, раз, и вытягивается. Снимается 2 шайбы, и все. Здесь 2 подшипника. Внутренний подшипник и наружный подшипник. То есть, в принципе, держится очень хорошо. Вот такой вот палец, вот он имеет скосы, как вы видите, вот он, сюда. То есть его можно поставить как в эту сторону скосом, так и в эту. Если мы поставим в обратную сторону с этим скосом, срезом, то тогда трещотка будет работать обратно. То есть она может работать как по ходу, так и в обратную. То есть самый главный недостаток этой трещотки то, что, вот, например, стоит трещотка на движение вперед, как сейчас в данный момент. Вот трещотка стоит, это на движение вперед. И вот мы двигаемся вперед, едем, приехали, и нам нужно сдать назад. Сдать назад, он начинает двигаться в обратную сторону и начинает работать трещотка. И для того, чтобы мы смогли двигаться назад, нужно вытянуть этот шток на пружине и развернуть его в обратную сторону с 2 сторон. И тогда мы начнем двигаться назад. И как мы только нам нужно опять вперед двигаться, нужно опять эту трещотку брать и переключать в обратную сторону. Это самый недостаток этой трещотки. Вот трещотка. Она может стоять в вот таком положении, может стоять в вот таком положении. Это будет работа вперед и назад жестко. Или в вот таком положении. То есть трещотка будет срабатывать вперед, назад будет тянуть. Вот так вот. То есть теперь мы вперед не сможем ехать, трещотка будет срабатывать, так как скос есть. А можно сделать трещотка, чтобы работала вот в таком положении. Здесь в середине палец и пружинка. Пружинка, конечно, это жестковатая, очень тянуть. Сюда желательно надо найти пружинку. Это очень упругая пружина. Такую, чтобы было легче вытягивать, так как она очень... Вот такой вот палец. Вот он уже, видите, как сработанный. Вот. Вот он сюда вставляется, так вот пружинка сюда. И сюда вставляется он. И чтобы не вылетал, и сюда вставляется так вот болтик. И за болтик уже тогда можно переключать. И
И вот у него есть упор сюда, чтобы он дальше не выходил. Он сюда закручивается, и вот так вот он торчит. Ну, но пока все работает вот так. Конечно, есть недостаток, но этот недостаток, будем говорить, терпимый. Вот так все это выглядит. Ну и еще не рассказал я вам про одну функцию. Это, друзья, как вы видите, здесь установлен шкив. Шкив установлен для генератора. Если нет света у нас или что-то случилось со светом, я устанавливаю генератор. Вот такой генератор на такой вот рамке. Вот. Он устанавливается, этот генератор, вот так. Рама, устанавливается генератор. Тут крепление под него. Вот так вот он устанавливается. Уже на рамке есть крепление. Вот. И вот два шкива. И сюда одеваю я ремень. Запускаю. Генератор. Два конца. Плюс-минус. Подключаю до аккумулятора. Происходит возбуждение генератора. И приблизительно этот генератор, это автомобильный генератор. Он выдает где-то около 1 киловатта электроэнергии. То есть для работы и подключения всего дома без каких-нибудь там больших нагрузок он вполне хватает для того, чтобы запитать полностью весь дом. Холодильник, телевизор, там и включить свет, будем говорить, включить компьютер. Это уже последняя функция. Опа. Как вы понимаете, от генератора у меня идет электричество на преобразователь. То есть генератор выдает у меня постоянный ток, а не переменный. И уже преобразователь преобразовывает у меня переменный ток, переменное напряжение, вернее постоянное напряжение преобразуют в переменное. Вот. Преобразователь у меня, в общем, на мощность его 3 киловатта. Значит, можно даже поставить генератор чуть помощнее, какой-то другого автомобиля, который выдает больше напряжения, у которого больше сила тока. Будем говорить, не больше напряжения, а у которого больше сила тока, мощность больше генератора. И он будет выдавать больше. Одно только но. В этом году я никак не смогу заехать на свой огород. Почему? Сейчас покажу. То есть, как можно мне окучить картошку в данный момент мотоблоком, если у меня устроен капельный полив. Смотрите, вот эти трубы, куда я дену? Значит, чтобы заехать сюда мне мотоблоком, мне нужно убрать всю систему капельную. Ну пусть даже не всю, но эту систему вот этих вот труб подводящих. То есть всю вот эту вот систему. Если это рационально, чтобы сделать, но если для того, чтобы задействовать мотоблок на полчаса, и для этого нужно разобрать весь капельный полив, засрать территорию рядом с этим участком картошки, то вы мне извините, и лучше я затрачу свои усилия и сделаю это вручную. Но теперь покажу еще раз, как я окучивать буду, друзья, вот эту картошку. Выставляю. И поехал опять. Как вы заметили, задние колесики едут. И отлично все получается. С двух сторон сразу идет прополочка. И подгортаем картошку. Дохожу я этот рядок.
Вот. Видите, здесь вот дерево, где здесь дерево мешает мне чуть-чуть, я перехожу отсюда. Деревцо здесь растет. Раз. Оп, сюда. И захожу с обратного края. Отсюда. Раз. Не нарушая капельный полив. И подтягиваю. Оп. Все. Разворачиваюсь сюда. Раз. Переставляюсь. Еще раз. И еще раз. Отъезжаю. Дальше. Чуть-чуть. Выставляю. И протягиваю. Опа, до самой ленты. Все. Я сбросил. Переставляю назад. Назад отталкиваю. И поехал дальше. Все. Опа. Тут кое-где бурьян выбрал. Сильно близко к картошке. И буквально за 1-2 минуты я протягиваю весь полностью рядок. Вот он. Опа. Не скажу я. Фух. Вот. И рядок закончен. Все. Теперь я опять разворачиваюсь здесь. И захожу с начала рядка. Чищу лемеха. Обязательно. Потому что земля влажная, налипает. Потом она будет просто горнуть землю. Есть. И поехали назад. Все делается, я, наверное, думаю, на мотоблоке легче, но не быстрее. Да. Потому что я ее, в принципе, окучиватель, я не тяну, он катится на задних колесах. И та земелька, которая по бокам, я выставил ее чуть-чуть, собирает в кучу лемехами и срезает траву. И все. Вот, друзья, второй рядок. И
целая, как вы видите, лента и окученный рядок. Все прекрасно. Так, друзья, я окучиваю картошку. Ну и, друзья, осталось 2 рядочка мне. Заезжаю сюда. И поехал. Поехали. Чем плохо? Так, конечно, физическую силу нужно применить. Это 100%. Спорить я не буду. Но и результат достойный получается. И остался последний рядочек. Разворачиваемся. Отъезжаем. И поехали. Вот смотрите. Сейчас я 2 рядка прохожу без паузы. То есть паузы отдыха нету между пробития или окучивания 2 рядков подряд. Опа, дошли, а тут у меня кусты. Опа. Тут у меня кусты смородины. Переезжаю. Проезжаю здесь. Кусты. Оп, перескакиваю на этот рядок. Сейчас прочищу немножко. И поехали. Добиваем последний рядок. Опа. Есть. Все. Отъезжаю. Друзья, конечный результат. Отлично. Междурядье чистое, картошку всю подгорнул. На этом, друзья, я заканчиваю свое видео по поводу окучивания картошки. Так что не так страшен волк, как его рисуют и о нем рассказывают. Все, друзья, до свидания, до новых встреч на моем канале. Пока.